Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня предлагаю приготовить цветаевский яблочный пирог. Нежная начинка и очень вкусное тесто, буквально тающее во рту. Готовится такой пирог очень просто и быстро. Начинаем с приготовления теста. Список всех ингредиентов вы сможете найти в описании под этим видео. В миске соединяем сахар, сметану, добавляем соду и щепотку соли. Все это хорошо перемешиваем венчиком до однородности. Долго взбивать не нужно, достаточно, чтобы все ингредиенты просто объединились. Жирность сметаны в данном рецепте не имеет значения. Отдельно в миску просеиваем муку, к ней добавляем холодное сливочное масло и перетираем все в крошку. Это можно сделать разными способами. Для меня самый простой и быстрый способ – это нарезать масло на кубики, добавить муку и перетереть руками. Также это можно сделать при помощи измельчителя. Добавить в него муку, холодное масло и измельчить до образования мелкой крошки. Также можно порубить ножом или натереть масло в муку на крупной терке. Делайте любым удобным для вас способом. Главное, чтобы в итоге у вас получилась вот такая рассыпчатая крошка. Дальше добавляем жидкие ингредиенты и быстро замешиваем тесто. Сначала перемешиваем все лопаткой и затем собираем тесто в комок уже руками. Самое главное, не замешивайте тесто слишком долго, чтобы оно у нас получилось нежным. И вот такое тесто у вас должно получиться. Оно достаточно мягкое и не липнет к рукам. Если у вас оно будет все-таки немного прилипать, то добавьте буквально 1 столовую ложку муки, но главное не переборщите, иначе тесто будет очень плотным. Выпекать пирог я буду вот в такой металлической форме диаметром 26 сантиметров. Можно использовать и разъемную форму меньшего диаметра, просто в таком случае пирог у вас получится более высоким. Выкладываем тесто в форму и руками его распределяем ровным слоем и формируем бортики. В тесте достаточное количество масла, поэтому форму смазывать ничем не нужно. Форму с тестом пока убираем в холодильник и займемся приготовлением сметанной заливки. В миске соединяем яйцо, сахар, муку и перемешиваем венчиком до однородности. Мука должна полностью разойтись, чтобы не было комочков. По желанию на данном этапе можно добавить немного ванили или ванильного сахара. Затем добавляем сметану и снова все хорошо перемешиваем до однородности. Здесь жирность сметаны также не имеет значения, главное, чтобы она была вкусной. В итоге у вас должна получиться вот такая гладкая и однородная сметанная заливка. Пока убираем ее в сторону и займемся яблоками. Яблоки необходимо очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать тонкими слайсами. Чтобы яблоки не потемнели, к ним можно добавить немного лимонного сока, но этого делать не обязательно. Если они немного потемнеют, ничего страшного. Дальше достаем охлажденное тесто и выкладываем яблоки равномерным слоем. По желанию сверху можно выложить яблоки в виде цветочка. Сверху выливаем сметанную заливку. Распределите ее так, чтобы она заполнила все пустоты между яблоками. Можно даже слегка простучать форму, чтобы она хорошо распределилась. Затем убираем пирог выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут. Он должен вот так красиво подрумяниться по краям. У меня он выпекался около часа. Даем ему немного остыть в форме и можно доставать. Затем пирог можно убрать в холодильник на пару часов. За это время пирог станет более плотным и его будет легче нарезать. Но я знаю, что многие не дожидаются и пробуют его еще теплым. В принципе, как и я. Но могу сказать, что этот пирог очень вкусный как в холодном, так и в теплом виде. Если вы уже пробовали такой пирог, то напишите в комментариях, дожидаетесь ли вы, пока он остынет.
Очень нежная сметанная заливка отлично сочетается с яблоками и песочным тестом. Как вы уже убедились, готовится такой пирог очень легко и из самых простых продуктов. Поэтому обязательно попробуйте приготовить, я уверена, вы останетесь в восторге. Сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и обязательно напишите свое мнение в комментариях об этом видео. А на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходи и подписывайся. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!